Вот это было сейчас неожиданно. Вот это стоило для того, чтобы купить потрепанный фотоаппарат. Ох уж эти 90-е. Итак, у нас есть 3 камеры. 3 советские пленочные камеры, которые я купил на Авито. Конечно же, они не в коробке, но тем не менее я эти аппараты подбирал, исходя из требований внешнего вида. Меня в меньшей степени интересовало, будет он работать или нет. Самое главное, чтобы он гармонично вписался в мою коллекцию старых советских фотоаппаратов. Итак, у нас с вами 3 пакетика с Авито. Я не знаю, какая камера мне выпадет первой. Я просто буду брать их в случайном порядке. Какая попадет, такая и попадет. Ну, в общем, приступаем. Итак, первая камера. Ну, судя по весу, что-то, по-моему, не особо тяжелое досталось. Распечатываем. Это, в общем, друзья, Авито с доставкой, да? Оно очень сильно экономит время, и я все 3 фотоаппарата покупал в том же городе, в котором нахожусь. Соответственно, мне доставка обошлась всего лишь в 49 рублей, да? Ну, вы представляете, что это такое? Это примерно стоимость, да даже дешевле общественного транспорта, если съездить навстречу и назад. После заказа, буквально в течение 2 дней, я стал счастливым обладателем этих 3 камер. Ну что ж я могу сказать? Чехол, по крайней мере, в идеальном состоянии. Удивительно. Заглядываем вовнутрь. Давно я мечтал в коллекции себе иметь такую камеру. Боже мой, тут даже инструкция сохранилась, представляете? Итак, друзья, инструкция. Фотоаппарат любитель 166В или Б, не знаю. Ну, в общем, В русская. Слушайте, очень хорошее состояние у камеры. Я боюсь предположить, возможно, даже он рабочий. Вау! Вот это было сейчас неожиданно. То есть, вон как оно. Никогда у меня не было такой камеры. Я видел, когда был ребенком, как взрослые на эту камеру снимали. И меня, честно говоря, захватывал дух, потому что это выглядело, ну, чем-то таким космическим. Вы видите, у нас тут как бы как 2 объектива, да, по крайней мере 2 линзы. И сверху, друзья, это настраивать резкость. Слушайте, ну камера в идеальном состоянии. Итак, друзья, именно эта камера любитель 160В мне обошлась в 1300 рублей. Любитель 166В. Советский среднеформатный двухобъективный зеркальный фотоаппарат. Выпускался на Ленинградском оптико-механическом объединении Лома с 1980 по 1990 год. Выпущено 906 248 экземпляров. Так, теперь у нас следующая камерка. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Итак, друзья, следующая камера. Что-то здесь еще какой-то чехольчик небольшой на ремешке. Наверное, сюда вкладывали пикспанометр. Здесь камерка немножко уже убитая, конечно. Смена 6. Ну ладно, мы ее реанимируем. Причем чехол у нее в идеальном состоянии. Ну, делали на века. Придется ее немножко подшаманить, подремонтировать. Вот такая вот, друзья, камерка. Инструкции здесь, конечно, нет. Сверху экспонометр. Смена 6. Что же все-таки в этом маленьком чехольчике? Боже мой, тут что-то лежит. Да, фига себе. Вот это стоило для того, чтобы купить потрепанный фотоаппарат. Представляете, это экспонометр. Я просто в восторге. Смена 6. Шкальный советский фотоаппарат, выпускавшийся также на Ленинградском оптико-механическом объединении Лома с 1961 по 1969 год. Эта модель была выпущена в количестве аж 1 992 546 штук. Ну и что ж, у нас на закусочку еще что-то осталось. Упаковывали на славу, ребята, молодцы. О, вот это что-то очень приятное. И здесь тоже инструкция, представляете? FAT 5, друзья. Интересно, здесь год есть? Ну что ж, не такой-то он и старый, кстати. Между прочим, инструкцию в печать отправили 12 марта 90-го года. Ох уж эти 90-е. Ну что, может, о делах поговорим? Давай поговорим. Давай, поговорим. Ну, говори. Слушайте, ну FAT выглядит таким образом, как будто его даже не использовали. У него абсолютно новый чехол, причем из натуральной кожи. О да, он просто в отличном состоянии, друзья. Вы посмотрите только на эту прелесть. FAT 5. Советский дальномерный фотоаппарат,
вторая модель из унифицированной одноименной серии, в которую также входили камеры FET-5V и FET-5S. Производился Харьковским производственным машиностроительным объединением FET с 1977 по 1990 год. Он рабочий, фига себе, 700 рублей. 700 рублей это у нас $10. Натуральная кожа, она пахнет еще чем-то. Кожей. Причем это такой увесистый конкретный агрегат. Я помню такие штуки. Я тоже завидовал владельцам, а у меня была смена. Зато потом я раз и купил Зенит. И на месте горячего башмака стоит пластиковая заглушка. Удивительно. Так вот, может быть, на полке, конечно, он и не валялся, но уж точно им снимали довольно-таки редко. Итак, друзья, моя коллекция пополнилась 3 замечательными советскими аппаратами. Ну, а если вы хотите увидеть всю мою коллекцию, она, конечно, не очень большая, но все-таки есть коллекция именно советских камер, то я в ближайшее время вас приглашу в небольшое турне по своему кабинету, по своей студии, и покажу вам, что у меня тут находится, что у меня лежит, ну и покажу, как я снимаю свои видеоролики. На этом, друзья, все. С вами был Серджио. Желаю вам удачи, всего доброго, творческих вам высот. Всем пока и до новых встреч!